Старая электроника в советских радиоприемниках часто бывает нерабочей. К тому же в ней, как правило, нужно менять конденсаторы, настраивать контура. Это целый головняк, и способен это сделать только какой-то человек, который разбирается в этом деле. И к тому же в этих радиоприемниках нет FM, поэтому сейчас абсолютно нечего слушать. Вот для этого я сконструировал вот такой вот модулечек. Этот модуль, как видим, многодиапазонный. Есть FM, AM и короткие волны. Ну, практически все диапазоны он берет. Что очень важно в этом модуле. Здесь есть, как видите, уже усилитель УНЧ. Вы сюда сразу же подключаете динамик. Потом подключаете сюда регулятор громкости, обыкновенный звук, и питание. И у вас получается полноценный FM, AM, КВ приемник. И в сегодняшнем видео я покажу, как можно будет этот модуль подключить, где какие паечки, и мы с вами сразу же проэкспериментируем, как этот модуль работает и какая у него чувствительность. Кстати, если сравнить вот со спичечным коробком, видите, размеры у него минимальные, практически как спичечный коробок. Поэтому, естественно, он подойдет в любые приемники, и в переносные карманные, ну и соответственно в приемнике VEF. Вот такая плата, если вышла из строя, а может быть у вас приемничек. Альпинист тоже очень популярный, и часто у него не работает вообще все. Вот эта плата как раз вам и поможет в этом деле. Вот, как видите, я уже подготовил стенд, здесь есть и антенна. И вот сейчас давайте будем припаивать. Вот у нас регулятор звука, обыкновенный регулятор звука. Припаивается всего лишь 3 контакта. На плате, как видите, у меня уже помечен, где стоит этот регулятор, поэтому все тут легко, как говорится, и понятно. Ну а теперь паяем динамик. Тут всего лишь 2 провода. Видите, вот здесь у меня уже тоже все показано на самой плате и припаяется вот к самому динамику. Далее тоже мы берем второй контакт, тоже припаем вот сюда. Вот здесь прям нарисован динамик. Я думаю, что даже школьник поймет, как припаять. Теперь мы припаем антенну для средних волн. Видим, у нас контакт, он тоже подписан, AM называется. Все очень простенько, припаяли. Дальше второй конец мы припаем на КПЕ, так как у нас здесь будет минус, корпус. В самом приемнике, если вы это делаете, то этого не нужно припаивать, потому что там уже все соединено на корпус. Дальше следующий проводочек берем. Это у нас будет антенна FM и на короткие волны. Тоже сюда припаивается, у нас написано здесь у нас FM, вот на вот этот вот контактик. Соответственно, он соединен со входом средних волн, и это все будет вместе работать, когда мы будем переключать диапазоны. Так, теперь сам КПЕ припаем. Как видите, у нас на КПЕ 2 контакта, поэтому абсолютно разницы нет, какой контакт вы припаяете. Смысл этого модуля, что он согласуется с любым КПЕ, поэтому вы берете просто один контакт КПЕ и припаиваете его на контакт, где у меня написано КПЕ. Тоже все легко и просто. Теперь я беру обыкновенную колодочку, которая можно подключить к крону, но я буду подключать аккумулятор. Видите, вот здесь поставил специально диодик. Ну, это такой диодик от дурака, потому что иногда я и сам бываю перепутаю полярность. Для того, чтобы вы тоже не перепутали, обязательно, желательно поставить диодик. Видите, корпус припаиваем вот сюда, на саму плату. Видите, у нас вот корпус здесь. Дальше берем просто перемычечку и соединяем корпус КПЕ, а также корпус, который вы помните, мы припаивали антенну, и вот сюда на вот этот корпус соединяем все вместе. Еще раз повторяю, если это вы устанавливаете в приемник, то там делать этого не надо, так как там все сидит на корпусе, либо на плюсе, либо на минусе. Далее беру я вот такую вот перемычку для того, чтобы переключать у нас диапазоны. Как видим, вот это вот у нас первый контакт, это сам диапазон, сигнал диапазона, а дальше мы будем вставлять вот эти 3 отверстия. Далее берем аккумулятор и подключаем. Как видим, приемничек у нас сразу запустился, регулируется звук и, соответственно, он включился на каком-то диапазоне. Теперь мы включаем в FM в первый.
спеціальне для мене. FM отлично работает, чувствительность хорошая. На кусочек проволочки вот этой вот синенькой принимает у меня все каналы. Теперь переключаем диапазон, вот эту вот перемычечку, вставляем в средние волны. Ну что, как видим, АМ работает. Кстати, у меня не очень хорошая проводимость средних волн, так что, возможно, где-то в другом районе будет гораздо больше станции ловить. Теперь, соответственно, переключим короткие волны. Так что видим, и короткие волны тоже замечательно работают. Так что модуль отлично работает. Вы благодаря этому модулю можете спасти свои старенькие приемнички без всяких заморочек, ремонтов и так далее. Просто можете либо выпаять все детали на плате и вставить этот модуль, а просто можете не выпаивать, а просто подключить этот модуль, и у вас будут все диапазоны работать. А также, если у вас было два диапазона в приемнике, как обычно средние и длинные волны, то в этом модуле, благодаря ему, вы сможете сделать еще 3 диапазона, добавив сюда еще короткие волны, что очень хорошо. Друзья, как всегда, кто захочет приобрести модуль, ссылочка будет внизу в описании, а также в комментариях. С вами был канал Ретро Радио. Я вам всем желаю хорошего дня. Всем пока-пока.